Всем привет из Панамы! Мы сейчас находимся в Панама-Сити. Здесь мы сняли квартиру, и я собираюсь вам ее показать. В нашем доме 3 комнаты. Одна комната — это такой вот совмещенный зал с кухней, в котором очень красивый вид из окна. Но мне кажется, ночью этот вид еще гораздо лучше, чем сейчас. Кстати, окна у нас немножечко синие, поэтому, возможно, я выгляжу тоже синий. У нас здесь есть вот такой вот прекрасный диван, книжный столик, телек, кондиционер. В нашей квартире кондиционер есть в каждой комнате. Обеденный стол, за этим столом я часто еще и работаю. Это стиральная и сушильная машина. В Панаме все происходит медленно. И где-то в феврале у нас начала течь наша старая машина. Мы сообщили об этом нашему хозяину. И он купил нам новую стиральную машину и сушильную машину. И на это у него ушло примерно 2 месяца. Нам доставили вот эти машины примерно 2 недели назад. Теперь мы ждем, когда их установят. Но что самое интересное, как только нам доставили эти новые машины, старая машина перестала течь. Это наша яркая красная кухня. Мне нравится, что на этой кухне есть куча разных ящичков для хранения еды, посуды. Это очень удобно. А еще здесь есть вот такая вот вытяжка. Мне пришлось много раз удариться головой об эту вытяжку, прежде чем я привыкла и перестала ударяться об эту вытяжку. Но, кстати, вытяжка не работает. У нас здесь есть кофеварка, чайник. Когда мы сюда заселились, здесь не было чайника. Я попросила владельца купить нам чайник для того, чтобы делать чай. А он такой: а что это? То есть мне еще пришлось ему объяснить, что такое чайник, потому что, как выяснилось, местные не особо пьют чай. За этой дверью скрывается наша стиральная и сушильная машина. Когда я включаю свет, включается вентилятор, поэтому становится очень шумно. Вот такая вот у нас сейчас стиральная и сушильная машина. У нас здесь очень тупые ножи. И мы спросили владельца, где мы можем купить ножеточку, а он такой: я не знаю. Ну, вообще, наверное, здесь вы не купите ножеточку. Мы такие: а как же вы тогда точите ножи? А он говорит: ну как, идет мужик по улице, кричит: я вам подточу ножи. Мы берем наши ножи, выходим на улицу, и он нам их точит. И он просто взял несколько ножей, сказал, что он везет себе деревню, и там, когда этот мужик пойдет, а у него нет никакого расписания, это вообще какая-то просто случайная вещь. Когда этот мужик пойдет, он ему даст их поточить, но пока ножи нам никто не вернул, поэтому мы уже 3 месяца пилим тупыми ножами. Итак, следующая наша комната. У нас здесь есть 2 спальни. Вот в этой спальне останавливались родители Алекса, когда они к нам приезжали. Также я здесь что-нибудь иногда снимаю. И снова огромное окно во всю стену. Здесь у нас большая кровать, кондиционер. Тоже есть разные шкафчики, вешалки, большой комод. Здесь у нас 2 спальни и 2 ванные комнаты. Это ванная комната номер 1. Здесь у нас есть душ, туалет, раковина, зеркало. Следующая комната — это наша спальня. Здесь у нас снова большая кровать, кондиционер, окно, но в этот раз не на всю стену. Здесь есть маленький небольшой балкон, но он для кондиционеров. Здесь нету двери. Когда к нам приходили починить кондиционер, мужикам пришлось открыть это окно и просто лезть через окно на маленький балкон, чтобы добраться до этих кондиционеров. В этой квартире много места для хранения. Здесь есть ящички, шкаф, тумбочка, еще одна тумбочка, еще один комод, зеркало. Здесь также есть вот такие лампы. И вторая ванная. Как только я включаю свет, начинает работать вентилятор, и он очень шумный. Здесь у нас душевая кабина, туалет, снова раковина, снова зеркало. А еще здесь не принято снимать обувь. К нам несколько раз приходили рабочие для того, чтобы починить кондиционер, для того, чтобы принести стиральную машину. И они не снимают обувь, они просто заходят, топчутся, оставляют грязь и уходят. Никто даже не спрашивает, нужно снимать или нет. Просто здесь не принято снимать обувь. В доме ходят в обуви. Также здесь есть бассейн. Вот он. В Панаме очень жарко, просто каждый день. И это такое наслаждение, когда на улице 30 градусов, прыгнуть в прохладный бассейн. Кроме бассейна здесь еще есть разные столы, кресла, лежаки, где можно поработать или отдохнуть. И когда к нам приезжали родственники Алекса, то вон там мы готовили гриль.
Здесь есть еще одна зона отдыха, здесь тоже есть диван, стол, кресло, здесь есть столы со стульями, также здесь есть телевизор, но он сейчас закрыт, и я не знаю, работает ли он, и можно ли им пользоваться, нужно ли какое-то разрешение или что-то в этом роде. Здесь тоже есть раковина, и здесь есть Wi-Fi, так что здесь, в этой зоне, можно поработать. А еще здесь есть детская зона. А еще здесь одна очень странная традиция. Мы когда приехали, в первый день мы проснулись утром в 7 утра или в 8, я не помню. За окном был какой-то шум, через громкоговоритель что-то объявляли, мы вообще не поняли, что происходит. И потом это повторилось на следующий день и на следующий день. И так каждый день в 7-8 утра внизу ездила машина, и через громкоговоритель они что-то говорили. Мы вообще не могли понять, что происходит. Потом мы спросили в нашей языковой школе, и нам сказали, что это они просто ездят, собирают сломанные холодильники. В машине сидит мужчина, водитель, и через громкоговоритель кричит о том, что они собирают холодильники. Но я не совсем понимаю, как это работает, потому что, я, например, утром услышу, что они там кричат, пока я добегу вниз, они уже уедут. Еще когда я сюда приехала, у меня было акне, и я заказала себе средство на iHerb. И это средство стоило $20, я заплатила за доставку еще $20, потому что не было никаких других вариантов. Я заплатила $40 в целом, и нам доставили сюда в DHL, потом со мной связались, мне нужно было заполнить 5 разных форм. Нужно было сканировать мой паспорт, затем нужно было получить рецепт от врача. Хотя здесь это средство продают без рецепта от врача. И там мне сколько-то дали дней, если я до этого момента все не сделаю, то потом за каждый день с меня будут брать деньги. И я здесь связалась с местным врачом, мне сказали, что нет, не нужно никакой рецепт на это средство. Потом я ответила, что нет, никакой рецепт не нужно. Потом через это мне ответили, ладно, хорошо. И еще мне нужно было заплатить $16 налог. То есть, представляете, само средство стоило $20. Я заплатила налог $16. И еще мне нужно было заполнить 5 разных форм, сканировать мой паспорт и отправить им для того, чтобы получить свое средство.